Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня мы с вами поговорим про очень компактный фотоаппарат в системе Micro 4 третьих, которая и сама по себе, в общем-то, довольно в целом компактная, но это прям предельно маленькая камера Panasonic Lumix GM5. Я пару лет назад уже рассказывал, как у меня случилась такая легкая летняя влюбленность в первую модель из этой очень короткой серии, состоящей из всего двух камер. Собственно, если вы не смотрели ролик еще про Panasonic GM1, можете его глянуть. И там я, как и, в общем-то, наверное, и сегодня, сожалею, что именно вот это супер компактные, предельно маленькие, супер крохотуличные вот эти камеры, они не имели никакого больше продолжения, потому что это реально самые маленькие беззеркальные камеры, они меньше даже там, чем Nikon 1 какой-нибудь по размерам, если мы про корпус говорим. И при этом, что немаловажно, они не с фиксированным каким-то объективом, а с сменной оптикой, то есть ты можешь туда поставить все, что угодно, какой угодно объектив, в том числе и гигантский, что будет, конечно, смешно смотреться, но максимально они раскрываются, конечно же, с какими-то очень компактными объективами, с объективами-блинчиками, которых огромное количество в системе Micro 4 третьих. Ну, в общем, это именно крошечная, по-настоящему компактная, при этом системная камера, которая еще и сделана очень добротно, потому что все-таки здесь корпус из металла, а не из какого-нибудь там дешманского пластика. Ну и GM5 чисто технически мало чем, в общем-то, отличается от первой модели, поэтому, пожалуй, будет справедливо относить все, что я буду говорить про там матрицу, про динамический диапазон, про цвет, еще про какие-то там вещи, про шум. Это все также можно смело относить и к GM1, и также все, что я говорил в ролике про GM1, можно относить к GM5 абсолютно без проблем, потому что здесь одинаковые и процессор, и матрица абсолютно одни и те же, да и корпус, в принципе, не так уж сильно отличается. Здесь изменения такие очень локальные, небольшие, я сейчас их подробно распишу. В целом здесь просто перетасовали немножко органы управления и добавили электронный видоискатель. Ну и, что немаловажно, у GM5 появился также еще горячий башмак, которого не было у GM1. Ну и для того, чтобы показать, какие здесь изменения, я стрельнул у одного своего подписчика также и GM1 на время, чтобы их одновременно в руках подержать и показать вам, что, как там поменялось относительно первой модели. Ну и GM5 мне тоже, кстати говоря, предоставил мой подписчик. Я использовал его некоторое время, но, к сожалению, погода была не очень, поэтому там фотки, может быть, и будут темноваты, потому что у нас в Питере бывало в это время как раз-таки очень темновато. Но в любом случае, всем моим подписчикам любимым большое спасибо за предоставляемую технику. Без вас, на самом деле, канал бы, скорее всего, уже загнулся. Ну, также, если у вас есть желание поддержать как-то там финансово, материально, то у меня есть ссылочки на Boosty в описании. И также есть возможность на Donation Alert задонатить. Я, в общем, всячески это приветствую. И всем максимально, кто в этом участвует, благодарен также. Ну, я думаю, что всем очевидно, что GM5 маленький и легкий. Он у меня вот на ладошке спокойно помещается. Абсолютно крохотуличная камерка. Но тут, опять же, неизбежно сравнение будет с GM1. Ну, как видите, по размерам они не сильно отличаются. По факту, да, статус самой крошечной камеры с байонетом Micro 4 третьих тут точно сохраняется. Ну и вообще, наверное, это самая маленькая беззеркалка, если не считать какие-нибудь Nikon 1. Хотя те, по-моему, примерно такие же по размерам, только там матрица гораздо меньше, там всего лишь дюйм, здесь 4 третьих. Если мы их прямо вот сопоставим, то видно, что буквально на пару миллиметров повыше будет GM5. По толщине и ширине они абсолютно идентичны, так что всякие ручки, дополнительные хваты и прочая какая-нибудь там атрибутика подходит к нему без проблем. Хвата, как видите, здесь нет, то есть ручка, я не просто так про нее заговорил, но я так не буду накручивать, просто приложу, покажу, что существуют вот китайские всякие, да, паленые такие, да, хваты. Ну и был еще родной, но у меня родного сейчас просто нету здесь в наличии. Ну и спереди здесь не только хвата нет, здесь, как и у предыдущей модели, в общем, ничего особо интересного, только лампочка подсветки малюсенькая и блокировка байонета сбоку. Другое дело, что здесь изменилась
немножко расположение кнопок, про это мы сейчас подробнее поговорим. Еще интересно, что здесь все-таки появился небольшой выступ, небольшой упор под большой палец. Раньше было прям не совсем удобно здесь держать, потому что здесь в этом месте камера абсолютно гладкая, GM1, а вот GM5 уже в этом плане поудобнее, можно и так вполне комфортно держать, особенно если ты с ручкой, хватом, то вообще по кайфу. Ну, можно и без нее, камера маленькая, легкая, тут больших проблем с тем, как ее держать, нету, тем более, что я в основном снимаю от бедра, не глядя, и вообще держу ее вот так, на самом деле, или как-нибудь вот так. Ну, то есть, ты не можешь крутить как угодно, блядь, держать двумя пальцами, вообще пофиг, типа. Она за счет того, что маленькая, как раз-таки удобная с точки зрения хвата, ты можешь ее вообще не хватать, как обычную камеру, а только баловаться вот так. Но если мы на камеры смотрим сверху, то сразу видно, что у GM1 не было горячего башмака, но была встроенная вспышка, вот здесь вот она вот так вот рычажком запускается, маленькая, не особо мощная, но тем не менее была. У GM5 все наоборот, у него нет встроенной вспышки, но зато появился нормальный полноценный горячий башмачок. Колесики вот эти все, да, и кнопочки слегка изменили свой внешний вид, но по большому счету они остались на тех же местах, с тем же, в общем-то, функционалом. Здесь вот этот барабанчик, он отвечает за выбор режима фокусировки. Рычажок включения находится вот здесь вокруг кнопки спуска, такой маленькой, и с краю тугой, очень приятный такой тоже опять барабанчик, такой с выбором режима съемки. Он так щелкает, его случайно не собьешь. Единственное, что у GM5 вот здесь посередине вот этого колесика здесь нет кнопки FN1, она переехала в другое место просто. Ну а самые ощутимые изменения здесь, понятно, что в общем-то находятся сзади. Слева, сверху у нас появился крохотный видоискатель, и он, ну, на 2,3 миллиона точек, в общем-то, нормальное разрешение, но настолько мелкий, что ощущение, будто смотришь в замочную скважину. Кому он нахер вообще нужен? Мне вот это непонятно на такой камере. Ну, реально, камера прикольная для стрита, камера прикольная для кармана. И зачем в ней видоискатель было добавлять? Вот это решение мне совсем непонятно. Это абсолютно лишняя деталь здесь. Дисплей также изменился. Здесь был экранчик 4:3 формата. Ну, сама его, да, как бы рабочая часть. Здесь он стал более вытянутый, 16:9. И это довольно тупо. Сейчас я вам покажу. Сейчас включу камеру, разблокирую этот самый, на белый фон посмотрю, и вы увидите, в чем тупость. Вообще я не знаю, кто на эти камеры как-то особенно, вот эти карманные маленькие, пишет какое-то видео. Они, в принципе, скорее все-таки нормальными людьми для фото используются. И бляха-муха, у тебя, получается, экран уменьшился по факту. То есть он как бы остался вроде как 3-дюймовый, только другой формы, и из-за этого у тебя просто черные полосы вот здесь по краям, где, ну да, там, конечно, можно вызвать какие-то быстрые меню, но, бля, это отстой. Ну, это такое дурацкое решение, оно похоже на самом деле на то, что было у Olympus в их Pen Mini 2, там тоже экранчик зачем-то 16:9 сделали, и типа якобы видеовозможности хотели таким образом подчеркнуть. Но в остальном дисплей, в общем, хороший, он с удобным сенсорным управлением, как видели, я уже там тыркал пальцем, ну, то есть ничего больше плохого такого уж прям кардинально про него не скажешь, разрешение тоже нормальное, то есть, ну, все окей. Единственное, что он не поворотный, как и у предыдущей модели, то есть это жестко зафиксированный дисплей. Две программируемые кнопки вот здесь находятся, FN2 и FN1. По умолчанию здесь он FN1 это включение-выключение там всяких связей, Wi-Fi в основном, соединение, допустим, да, там на мобилу, если ты хочешь скинуть картинки. FN2, ну, собственно, EVF управляет. Ну, лучше, конечно, что-нибудь припрограммировать, потому что я, например, все равно не пользовался этим EVF ни разу и смысла в нем не вижу. И рядом еще находится кнопочка просмотра отснятого материала. И теперь колесико для изменения параметров находится вот здесь, его убрали, раньше оно было вот тут вот.
И вот это колесико, оно очень ненадежное у вот этих всех Panasonic. На многих Panasonic подобное колесико стояло. Оно со временем разбалтывается, начинает люфтить, случайным образом как-то переключаться, что не очень хорошо. И плюс оно здесь находилось вот так, что ты большим пальцем, если брался здесь, то ты постоянно сбивал, случайно задевал его, у тебя сбивались настройки, что было тоже не очень круто. У GM5, да, этот вопрос порешали. Здесь теперь и выступ есть под большой палец с этой стороны, и колесико теперь вполне себе адекватно находится. Ну, а крестовина, она, в общем, такая вполне себе нормальная. Посередине меню Set, вверх ISO, вправо выбор точки фокусировки, ой, влево точнее, простите, а вправо это баланс белого, и вниз это, собственно, протяжка. Снизу две кнопки еще дисплей, ну, там можно по-разному настроить, что будет отображаться, и вызов быстрого меню и удаления. Кнопку записи видео также хорошо, что убрали вот сюда ниже, теперь на нее случайно не нажимаешь, когда держишь, потому что здесь она находилась буквально под большим пальцем, и пару раз у меня бывало, что я вот на этого малыша случайно начинал записывать видео, непонятно нахера, когда мне нужно было сделать фотку. Справа у обеих камер абсолютно идентичный и набор разъемов, и одинаковые крышечки, то есть тут вообще никаких изменений нет. Все то же самое. Вот micro-HDMI и USB соединение здесь присутствует. Ну и снизу также ничего не поменялось. В общем-то, нижняя панель вообще абсолютно одинаковая у них, все то же самое. Ну и теперь, когда мы уже к картинкам переходим, я еще раз повторюсь, что здесь абсолютно одинаковые, что у первой модели, что у второй, и матрица, и процессор. Так что разницы какой-то в картинке вы здесь не увидите, ее просто тут нет. Это достаточно уже старая матрица LifeMOS на 16 мегапикселов со сглаживающим фильтром, кстати говоря, потому что, ну, он есть, но он очень тоненький, этот антиалиасинг фильтр. Я вообще по ошибке в обзоре на Panasonic GM1, каюсь, да, сказал, что там нет сглаживающего фильтра, но это скорее из-за того, что я... ну, почему, собственно, я так ошибся? Потому что я использовал ее с фиксом 15 мм f1.7, который просто охеренно резкий. И в сравнении с обычным китом 1232, который, кстати, тоже не очень-то уж и печален по качеству картинки, у меня обзоры, если что, и на то стекло, и на вот это есть на канале, можете их также посмотреть. В общем, суть в том, что когда я нацепил фикс после кита 1232, я просто охерел от резкости картинки и от качества, и даже в уме не мог себе как-то предположить, что там, оказывается, все-таки сглаживающий фильтр имеется. Ну, а использовал я GM5 как раз-таки в этот раз именно с китом 12-32 мм, ну, для, можно сказать, чистоты эксперимента, потому что, ну, и кит этот не так уж плохо оптический, да и к тому же он хорошо дружит с тушкой на программном уровне, так что в ней прям автоматом все исправляются, там и хроматические аберрации, и дисторсия на широком углу и прочее. Хотя, конечно, да, наверное, чтобы получить наилучшее качество картинки, ну, было бы прикольнее использовать его все же с какими-то фиксами, типа 14 мм f2.5 или 20 мм 1.7. Снимал я, правда, в такое время года очень пасмурное, очень мрачное, которое у нас в Санкт-Петербурге на долгие там несколько месяцев устанавливается. Солнце, ну там изредка, кратковременно из-за облаков выглядывало, может быть, на пару часов в день, и не всегда у меня получалось в это время, ну, не имел я возможности, в общем, в этот момент поснимать. Так что снимки, большинство из которых я тут буду показывать, не очень показательны с точки зрения динамического диапазона, но так как разницы между GM1 и GM5 особо нет, поэтому вот я вам сейчас покажу просто несколько снимков с камеры GM1, которую я делал в летнее время, когда я ее владел. И ну, вот по ним можно, в принципе, судить о том, какой здесь динамический диапазон. Ну, где-то стопов 10 динамического диапазона здесь точно есть, абсолютно точно. И тянется она не так уж ужасно, эта картинка. Да, конечно, не идеально.
Но если ты не обосрался с экспозицией, то и тянуть особо ничего сильно не придется. Ну, может быть, да, где-то у тебя чуть-чуть будут подвыбиты света, ну, там, облачка какие-то чуть-чуть подвыбит. Ну, если сильно перестараться с вытягиванием теней, то, да, конечно же, неизбежно полезет шум. Стабилизатор на матрице здесь, к сожалению, все еще тоже не установлен, и приходится довольствоваться только тем, что есть оптический стабилизатор в объективе, и вот в этой области ты, пожалуй, чувствуешь себя довольно ограниченным, потому что ты не можешь поднимать, опять же, ISO выше стандартных заявленных 200 единиц, ну, выше 200 единиц снимать на микре практически противопоказано, на старой такой микре особенно. Ну, сейчас на более современных там можно и до 1600 поднять абсолютно безболезненно. Но вот на этой матрице здесь как бы выше 200 уже прям заметно картинка начинает портиться. Хотя, конечно, можно в некоторых сложных ситуациях поднять и до ISO 800, если у тебя там все правильно проэкспонировано, опять же, то не так это будет критично. Иногда даже на 1600 картинка выглядит не так уж прям катастрофически плохо. Но в целом ты чувствуешь очень такие серьезные ограничения у этой камеры, особенно если ты сравниваешь ее с каким-нибудь Olympus Pen Mini 2, потому что у того и с показателями ISO лучше, и стабилизатор на матрице имеется, который на самом деле, ну, получше отрабатывает, чем тот, что здесь в объективе 12-32. Ну, типа здесь ты ограничен, наверное, где-то там 1/15 секунды с рук. Это, наверное, максимум, что может он сдюжить тот, который в объективчике. Цвет, который выдают из камеры GM5, мне не очень-то нравится. Красные какие-то участки, их как-то сильно слишком уводят в мадженту. Зеленые и синие, они слишком какие-то выкрученные, ну, в общем, выглядят очень всрато. И это был такой период, когда у Panasonic почему-то в камерах резко испортился цвет, потому что до этого там был период, когда у Panasonic прям классный цвет был, и где-то, наверное, там с 2015 года, ну, то есть дальше, тоже стал нормальный, а вот именно вот в этот вот какой-то такой промежуточный момент у многих камер, у Panasonic почему-то был прям отвратительный цвет. Из камеры в RAW это, допустим, компакт LX100, на который у меня есть обзор, мне там цвет очень не нравится. Также Panasonic GF7, к примеру, у него тоже цвет довольно дрянной. Ну и, собственно, вот GM1, GM5, цвет все-таки здесь не очень хороший, его приходится слишком много крутить, чтобы добиться хоть какого-то удобоваримого вида. Но при этом, что довольно забавно, в JPEG-ах цвет очень хороший, во многих профилях он прям прекрасный, но я-то не снимаю в JPEG, я снимаю в RAW, и вот тут как бы меня это немножко тоже разочаровывало. Ну и GM5 мне не особо зашел в целом. У меня любви с ним не случилось такой, как с первой моделью, с GM1. Да, здесь есть кое-какие позитивные изменения, но вот по совокупности каких-то критериев, которые я к камере предъявляю, пожалуй, он меня не очень устраивает. Особенно, ну вот, к примеру, мне нахрен не сдался здесь вот этот убогий электронный видоискатель. Ну зачем он там вообще нужен? Вот к этой маленькой камере зачем его припиздошили, при том, что он все равно мелкий, как глазок какой-то, в который ты подглядываешь, нахрен он там нужен, я не понимаю. Лучше бы сделали, на самом деле, ну там, хотя бы не поворотный, но хотя бы откидной экран, чтобы тебе с каких-нибудь странных ракурсов было удобнее снимать. Это было бы, мне кажется, более логично, и камера не стала бы прям уж сильно крупнее от этого. Ну и хотелось бы, чтобы там матричный стабилизатор был, к примеру, а его там нет, только довольствуешься тем, что есть в оптике. Но опять же, камера все-таки очень мелкая, очень компактная, она именно для кармана, и если ее использовать с каким-то небольшим, хорошим, качественным фиксом, то она
хорошо себя будет показывать. Если ты особенно снимаешь JPEG, то ты не будешь расстраиваться с того цвета, который там в RAW, потому что в JPEG там действительно цвет хороший. И, в общем, в любом случае эта камера снимает лучше, чем какой-нибудь смартфон, потому что у нее есть полноценная оптика, нормальное человеческое управление с кнопками, тач-управление, если тебе так удобнее, там тоже прекрасно реализовано. Вот такие, в общем, выводы у меня по GM5. И самый главный вывод, что очень сильно меня расстраивает отсутствие именно какого-то продолжения у этой серии. Не обязательно именно ее продолжать, можно новую какую-то начать. Букв в латинском алфавите еще предостаточно, там можно G и дальше следующая буква какая-нибудь другую, да, придумать. Но можно даже корпус немножко увеличить, ничего страшного. Хотелось бы, в общем-то, увидеть, пожалуй, на микре, микро 4/3, она изначально делалась, как компактная система, которая именно за счет размера какой-то выигрыш имеет над какими-то ебучими зеркалками. А сейчас почему-то, и Panasonic, и Olympus, может быть, рыночек так им велит, полностью отказался от совсем уж компактных камер, от именно компактов вообще с фиксированными объективами. То есть, например, LX100 серия, она там продолжения точно иметь не будет. И как-то они ушли вот в эти большие профессиональные тушки, у которых здоровый хват, много органов управления и так далее. И это как бы понятно, почему делается и для кого. Но мне хотелось бы, я думаю, не только мне, опять же, большое количество людей, которые любят, уважают, снимают на микру, им хотелось бы увидеть все же камеру какую-нибудь очень маленькую, в суперкомпактном корпусе, но очень навороченную. То есть взять, допустим, тот же вот какой-нибудь а-ля GM такой корпус, может быть, чуть побольше, чтобы хоть какой-то немножечко выраженный хват какой-то был, пускай не сильно большой, размерами примерно как Pen Mini 2, например. Встроить все-таки матричную стабилизацию, поставить туда нормальную матрицу уже современную на 20 или там уже сейчас на 25 мегапикселов, которые появились с фазовой фокусировкой. Блин, это была бы охеренная камера, просто реально камера мечты какая-то для кармана, потому что она бы, решала просто огромное количество всяких задач. Просто и как каждодневная какая-то записная книжка была бы прекрасна, и при желании ты мог бы что-то более серьезное снять на нее. Но продолжение мы пока что не наблюдаем, да и пены что-то у Olympus как-то где-то исчезли пока что. Не у Olympus, а у OM System теперь, да, они куда-то все спрятались. Не знаю, в общем, что там дальше в дальнейшем будет с такими вот компактными моделями. Будут ли они продолжения какие-то иметь? Я надеюсь, все еще верю, что что-то такое появится, но не очень обнадеживает, по крайней мере, то, что я нынче наблюдаю. Я, как обычно, напоминаю вам, что у меня есть по ссылочкам в описании, там также телеграм-канал, можете туда забежать, я там фоточки выкладываю. Также напоминаю, что можно поставить под видео лайк, подписаться, чтобы не пропустить новые видосики, написать комментарий, что, опять же, немаловажно для продвижения на ютубе. Я желаю вам хороших снимков и до новых встреч. Всем пока.